Глава 2. Понедельник, 7 августа 1961 года. Я прибыл в дом Дона Хуана в Аризоне в пятницу, часам к 7 вечера. С ним на веранде сидело еще 5 индейцев. Я поздоровался с Доном Хуаном и в ожидании сел. После продолжительной паузы один из них встал, подошел ко мне и сказал по-испански: «Буэнос ночес». Я тоже встал и сказал «Буэнос ночес». Потом все они по очереди повторили церемонию, пробормотав «Буэнос ночес», и обменялись со мной рукопожатием. Точнее, просто касались своими пальцами моих, тотчас отдергивая руку. Мы опять уселись. Казалось, они просто стесняются, точно не знают, что сказать, хотя все говорили по-испански. Было, наверное, около 7:30, когда вдруг все встали и, по-прежнему не произнося ни звука, направились задом. Дон Хуан сделал знак следовать за ним, и мы забрались в стоявший за домом старенький грузовик-пикап. Я сел сзади с Доном Хуаном и 2 индейцами помоложе. Никаких сидений или скамеек не было, и пришлось усесться прямо на металлический пол, который казался ужасно твердым, особенно когда машина свернула с шоссе на грунтовую дорогу. Дон Хуан сказал мне на ухо, что мы едем к одному из его друзей, у которого имеется для меня 7 мескалитов. «А у тебя самого разве нет, Дон Хуан?» — спросил я. «Есть, но не для тебя. Видишь ли, свести тебя с мескалита должен кто-то другой. Можно узнать, почему? Может быть, ты ему не понравишься, и он тебя отвергнет. Тогда ты никогда не сможешь познакомиться с ним как следует и полюбить его. И, значит, придет конец нашей дружбе». «Почему я могу ему не понравиться? Я же ему ничего не сделал». «А вовсе не обязательно что-нибудь делать, чтобы понравиться или не понравиться. Он либо принимает тебя, либо сметает прочь. Но если я ему, положим, не понравлюсь, так, может, я могу сделать что-нибудь, чтобы понравиться?» 2 индейцев, очевидно, услышали мой вопрос и засмеялись. «Нет», — сказал Дон Хуан, — «тогда уже никто ничего не сможет сделать». Он отвернулся и, казалось, забыл обо мне. Мы добирались, наверное, не меньше часа, пока, наконец, не остановились у небольшого дома. Уже совсем стемнело, и когда водитель выключил фары, я смог различить лишь смутный контур постройки. Молодая женщина, судя по акценту мексиканка, пыталась успокоить без конца лаявшую собаку. Мы вылезли из машины и подошли к дому. Мужчины вполголоса поздоровались с мексиканкой и вошли внутрь дома, а она все пыталась криком унять собаку. Комната была просторная, но забитая всяческой рухлядью. Маленькая тусклая лампочка едва рассеивала полумрак. У стены стояло несколько стульев со сломанными ножками и продавленными сиденьями. 3 индейцев уселись на красный диван, продавленный почти до самого пола, старый и грязный, который, однако, среди прочего хлама, выглядел наиболее респектабельно. Остальным достались стулья. Долгое время все сидели молча. Вдруг один из мужчин встал и вышел в соседнюю комнату. Это был индеец лет 50, высокий и смуглый. Через минуту он вернулся с жестянкой из-под кофе. Он снял крышку и вручил банку мне. В ней было 7 каких-то странных предметов, разных по форме и размеру. Одни почти круглые, другие продолговатые. На ощупь они напоминали ядро ореха или поверхность пробки. На вид темную ореховую скорлупу. Довольно долго я вертел их в руках, потирая и поглаживая. «Это жуют», — сказал Дон Хуан вполголоса. До этого я не замечал, что он сидит рядом. Я взглянул на остальных, но никто не смотрел в мою сторону. Они о чем-то очень тихо переговаривались. Тут меня охватила тревога и сильный страх. Я почти потерял над собой контроль. «Мне нужно выйти в туалет», — сказал я Дону Хуану. «Я немного пройдусь». Он протянул мне банку, и я положил батончики пейота обратно. Я направился к двери, когда мужчина, вручивший мне банку, встал, подошел ко мне и сказал, что туалет в соседней комнате. Дверь туалета оказалась почти напротив. Рядом, вплотную к двери,
стояла большая кровать, занимавшая едва ли не всю комнату. На ней спала молодая мексиканка. Я постоял у двери, а потом вернулся. Хозяин дома обратился ко мне по-английски. «Дон Хуан говорит, что ты из Южной Америки. Знает ли у вас там мескалита?» «Нет», — сказал я, — «такого я что-то не слышал». Их вроде заинтересовала тема Южной Америки, и мы немного поговорили об индейцах. Потом один из них спросил, зачем я собираюсь есть пейот. Я ответил, хотелось бы узнать, что это такое. Они сдержанно засмеялись. Дон Хуан мягко подтолкнул меня. «Давай, жуй, жуй». Ладони у меня вспотели, желудок свело. Банка с батончиками пейота стояла на полу возле стула. Я нагнулся, взял первый попавшийся и положил в рот. Привкус был затхлый. Я откусил половину и принялся жевать. Рот наполнился сильной вяжущей горечью и моментально онемел. По мере того, как я жевал, горечь усиливалась, вызывая неприятное обилие слюны. Ощущение в деснах и небе было такое, точно я ем солонину или воблу, отчего жевать приходилось еще усердней. Потом я сживал вторую половину, и рот настолько онемел, что я уже не чувствовал горечи. То, что я жевал, было теперь комком волокон, вроде сахарного тростника, или пережеванных долек апельсина. И я не знал, проглотить их или выплюнуть. В эту минуту хозяин встал и пригласил всех на веранду. Мы вышли и расселись на темной веранде. Сидеть здесь было очень удобно, и хозяин принес бутылку текилы. Мужчины сидели в ряд, прислонившись к стене. Я сидел крайним справа. Дон Хуан, сидевший рядом, поставил банку с пейотом у моих ног. Потом он вручил мне бутылку, которую пустили по кругу, и велел отхлебнуть немного, чтобы смыть горечь. Я выплюнул то, что осталось от первого батончика, и отхлебнул. Он приказал не глотать, а только прополоскать рот текилой, чтобы остановить слюну. Со слюной это мало помогло, но хоть убавило горечь. Дон Хуан дал мне сушеный абрикос или смокву, в темноте я не разобрал, что именно, как, впрочем, и самого вкуса, и велел жевать не спеша и как можно тщательней. Проглотить то, что я жевал, было заведомо невозможно. Я был уверен, что оно сразу застрянет в пищеводе. Немного погодя, бутылка вновь пошла по кругу. Дон Хуан сунул мне кусок жесткого вяленого мяса. Я сказал, что не хочу есть. «Это не еда», — веско произнес он. Процедура повторялась 6 раз. Я помню, что сживал уже 6-й батончик, когда разговор стал очень оживленным. Хотя я не мог понять, на каком языке говорят, но тема разговора, в котором участвовали все сидевшие на веранде, была чрезвычайно интересной, и я старался не пропустить ни слова, чтобы при случае и самому что-нибудь вставить. Но когда я попытался что-то сказать, то обнаружил, что это невозможно. Слова бессвязно кружились у меня в голове. Я сидел, прислонившись к стене, и слушал, что говорят мужчины. Они говорили по-итальянски, и без конца повторялась фраза о том, до чего глупые акулы. Как-то я говорил Дону Хуану, что первые попавшие в Америку испанцы называли реку Колорадо в Аризоне Эль Рио де лос Тизонес, река головешек. А потом кто-то переврал Тизонес, и получилось Эль Рио де лос Тибуронес, река акул. Я был уверен, что именно эту историю обсуждают сейчас, и мне и в голову не приходило, что никто из присутствующих не может знать итальянского. У меня начались сильные позывы к рвоте, но не помню, рвало ли меня на самом деле. Я попросил кого-нибудь принести воды. Меня мучила невыносимая жажда. Дон Хуан принес и поставил у стены большую кастрюлю, а с ней сделанную из жестянки маленькую кружку. Он зачерпнул из кастрюли, протянул мне кружку и сказал, чтобы я не пил, а только прополоскал рот. Вода выглядела странно. Она была сверкающей и глянцевой, как глазурь. Я хотел спросить Дона Хуана, что бы это значило, и собрался с силами, чтобы выговорить свои слова по-английски. Но тут вспомнил, что он не знает английского. Я испытал настоящий шок, а затем окончательно понял, что, хотя мысли у меня абсолютно ясные,
говорить я не могу. Я хотел рассказать об этом странном превращении с водой, но то, что последовало, не было речью. Это было такое ощущение, как будто я не говорю, но мои мысли свободно, как жидкость, выливаются изо рта. Это был приятный поток жидких слов. Я выпил воды. Чувство тошноты прекратилось. К этому времени исчезли все звуки, и я обнаружил, что мне трудно фокусировать глаза. Я хотел найти Дона Хуана, и когда повернул голову, заметил, что поле зрения сократилось до круглого участка перед глазами. Ощущение не было пугающим или неприятным. Напротив, это было что-то новое. Я мог буквально, так сказать, сканировать землю, фокусируя глаза на узком участке и затем медленно поворачивая голову в любом направлении. Когда я вышел со всеми на веранду, уже совсем стемнело. Виднелось только далекое зарево от городских огней. И все же в поле моего зрения все было прекрасно видно. Я совершенно забыл про Дона Хуана, про всех остальных, вообще зачем здесь нахожусь, и с головой ушел в обследование всего, что попадается, своим сузившимся и обострившимся зрением. Мой взор упал на шов между полом веранды и стеной дома. Следуя взглядом за поверхностью стены, я медленно повернул голову и увидел сидящего у стены Дона Хуана. Я сдвинул голову влево, чтобы взглянуть на воду, и увидел дно кастрюли. Потом я медленно поднял голову и увидел приближающегося к воде обычного черного пса. Он приблизился и начал лакать воду. Я поднял руку, чтобы его отогнать. Для этого пришлось сфокусировать на нем глаза. И тут я увидел, что он прозрачный. Вода была сверкающей, тягучей жидкостью. Я увидел, как она входит в тело собаки по ее горлу. Я видел, как вода разливается равномерно по всему телу и затем истекает через каждый волосок. Я видел, как светящаяся жидкость движется по каждому волоску и затем изливается наружу, образуя длинную светящуюся шелковистую гриву. В этот момент я ощутил сильные судороги, и через пару секунд вокруг меня образовался очень низкий и узкий туннель, твердый и удивительно холодный. На ощупь он был словно из толстой фольги. Я обнаружил, что сижу на полу туннеля. Я попытался встать, но ушибся головой о железный потолок, а туннель стал сжиматься, пока не начал душить меня. Я помню, что полз к круглому отверстию, где кончался туннель. Когда я добрался до выхода, если вообще добрался, то уже все забыл. Собаку, Дона Хуана, себя самого. Я задыхался от усталости, одежда вся была пропитана холодной липкой жидкостью. Я катался взад-вперед, пытаясь найти положение, в котором можно отдохнуть, в котором хоть не так страшно будет колотиться сердце. При одном из этих движений я вновь увидел собаку. Я сразу все вспомнил, и в голове прояснилось. Я обернулся, чтобы найти Дона Хуана, но не увидел никого и ничего. Видеть я мог только собаку, которая светилась все ярче. Ее тело испускало сияние. Я вновь увидел, как по нему течет вода, озаряя все внутри, как костер. Я добрался до воды, погрузил лицо в кастрюлю и пил вместе с собакой. Руками я упирался в землю перед собой, и когда я пил, я видел, как жидкость течет по моим венам, переливаясь красным, желтым и зеленым. Я пил без конца. Я пил, пока не начал полыхать, я весь горел и светился. Я пил, пока жидкость не начала изливаться из моего тела через каждую пору и через каждый волосок, подобно шелковым волокнам. Так что теперь я был окружен большим светящимся радужным ореолом. Я взглянул на собаку. У нее был такой же. Все мое тело наполнилось высшей радостью, и мы вдвоем побежали в направлении какого-то желтого тепла, исходившего из какого-то непонятного источника. И там мы с псом стали играть. Мы играли и боролись, пока я не узнал все его желания, а он все мои. Мы по очереди манипулировали друг другом, как в кукольном театре. Я двигал его ногами, вращая носками своих, и каждый раз, когда он кивал головой, мне неудержимо хотелось скакать от счастья. Но самый коронный номер был у него, когда он заставлял меня, сидя, чесать ногой голову. Делал он это, мотнув головой и хлопая ушами. Это был просто верх совершенства. Это было что-то невыносимо забавное.
Какой штрих грации и иронии, думал я, какое мастерство. Меня охватила неописуемая эйфория. Я смеялся до тех пор, пока из легких не ушел весь воздух. У меня было ясное ощущение, что я не могу открыть глаза. Я видел сквозь толщу воды. Это было длительное, очень болезненное и тревожное состояние, будто уже проснулся, но никак не можешь пробудиться окончательно. Затем постепенно мир приобрел ясность и вошел в фокус. Поле зрения вновь стало ясным и широким, и первым пришло обычное сознательное действие — оглянуться и отыскать это чудесное существо. И здесь я испытал самую трудную фазу. Переход от моего нормального состояния прошел почти незаметно. Я оставался в сознании, чувства и мысли были критерием этого. И сам переход был гладким и ясным. Но эта вторая фаза, пробуждение к привычному трезвому состоянию, была поистине потрясающей. Я забыл, что я человек. От безнадежности меня охватила такая печаль, что я заплакал. Суббота. 5 августа 1961 года. Утром после завтрака хозяин дома, Дон Хуан, и я поехали обратно. Хотя я валился с ног от усталости, но в машине уснуть не мог. Я уснул на веранде у Дона Хуана, только когда отъехал пикап. Когда я проснулся, было темно. Дон Хуан накрыл меня одеялом. В доме его не было. Он пришел позже и принес горшок тушеных бобов и стопку лепешек. Я невероятно проголодался. После ужина, когда мы легли отдыхать, он велел рассказать все, что со мной было минувшей ночью. Я пересказал все, что помнил, со всеми подробностями и как можно тщательней. Когда я закончил, он кивнул и сказал: «Ну что ж, похоже, все в порядке. Сейчас мне это трудно объяснить, но я думаю, что у тебя все обошлось благополучно. Понимаешь, иногда он играет как ребенок, а бывает попросту ужасен, устрашающий. Он либо резвится, либо предельно серьезен. Невозможно предугадать, каким он будет с тем или иным человеком. Хотя, впрочем, иногда, если хорошо знаешь этого человека, предсказать можно. Этой ночью ты с ним играл. Из всех, кого я знаю, ты единственный, у кого получилась такая встреча. Чем же испытанное мною отличается от того, что испытали другие? Ты не индеец, поэтому нетрудно тебе растолковать, что к чему. Но я знаю точно, что если он не принимает человека, то его отвергает, будь то индеец или кто угодно. Это мне известно. Таких я видел множество. Мне известно также, что он шутник, и многих заставляет смеяться. Но чтобы он с кем-нибудь играл, такого я еще не видел. Не скажешь ли ты мне теперь, каким образом пиот защищает? Он тут же толкнул меня в плечо. Я уже говорил, не смей его так называть. Ты еще недостаточно с ним знаком, чтобы быть с ним фамильярным. Каким образом Мескалита защищает людей? Он советует. Он отвечает на любой вопрос. Значит, Мескалита реален? Я имею в виду, он что-то такое, что можно видеть? Похоже было, что мой вопрос его просто ошарашил. Он растерянно посмотрел на меня, в его взгляде было искреннее недоумение. Я хочу сказать, что Мескалита... Я слышал. Разве ты не видел его прошлой ночью? Я хотел сказать, что видел только собаку, но меня остановил его озадаченный взгляд. Так ты думаешь, то, что я видел прошлой ночью, это и был он? В его взгляде отразилось участие, потом он усмехнулся, точно не мог поверить, и очень проникновенным тоном сказал: «Не хочешь же ты сказать, что это была твоя мать?» Перед словом «мать» он сделал паузу, как будто хотел сказать «тучингада мадре». Идиома, которая содержит оскорбительный для собеседника намек. Слово «мать» было настолько неожиданным, что мы оба долго смеялись. Затем я обнаружил, что он уже спит и ничего не слышит. Воскресенье, 6 августа 1961 года.
я поехал с Доном Хуаном в тот дом, где принимал пиот. По дороге он сказал мне, что человека, который представил меня Мескалита, зовут Джон. Подъехав к дому, мы увидели Джона на веранде с двумя молодыми людьми. Все они были в прекрасном настроении. Они смеялись и непринужденно болтали. Все трое хорошо говорили по-английски. Я сказал Джону, что приехал поблагодарить за оказанную помощь. Мне хотелось узнать от них, что я делал во время галлюциногенного опыта, и я сказал, что, как ни пытаюсь вспомнить, что вытворял, ничего не получается. Они смеялись и отвечать отказывались. Похоже, их сдерживало присутствие Дона Хуана. Они все поглядывали на него, как бы ожидая сигнала, разрешающего говорить. Видимо, Дон Хуан дал такой сигнал, хотя я ничего не заметил, и Джон начал рассказывать. «Я понял, что ты готов, — сказал он, — когда услышал, как ты пукнул». По словам Джона, пукнул я раз 30. «Да нет, — заметил Дон Хуан, — не больше 10. Джон продолжал. «Ну, мы все тогда к тебе подвинулись, ты застыл, и у тебя начались конвульсии. Очень долго ты лежал на спине и двигал ртом, как будто говоришь. Затем начал биться головой об пол, тогда Дон Хуан напялил на тебя старую шляпу, и ты это прекратил. Ты трясся и вздрагивал, лежа на полу, и так очень долго. Помню, все уже заснули, я только слышал сквозь сон, как ты пыхтишь и стонешь. Потом ты заорал, и я проснулся. Вижу, ты орешь и подпрыгиваешь. Ты бросился к воде, перевернул посудину и стал барахтаться в луже. Дон Хуан принес тебе еще воды. Ты сидел спокойно перед кастрюлей, когда вдруг вскочил и стащил с себя всю одежду. Встал перед кастрюлей на четвереньки и начал пить как не в себя. Потом уселся и просто сидел, уставясь в пространство. Похоже было, что ты собирался так сидеть до самой смерти. Ну, мы все опять заснули, и Дон Хуан тоже. Как ты опять вскочил, завыл и погнался за собакой. Собака перепугалась, тоже завыла и рванула вокруг дома. Тут уже всем стало не до сна. Мы вскочили, видим, ты возвращаешься с другой стороны дома, собака мчится перед тобой, лает и воет, а ты за ней гонишься. Ты, я думаю, раз 20 обежал вокруг дома, лая по собачьи. Я боялся, что ты разбудишь всю округу. Вблизи здесь соседей нет, но твой вой можно было услышать за милю отсюда. Один из молодых людей вставил. Ты поймал собаку и на руках притащил ее на веранду. Ага, и начал с ней играть. Ты с ней боролся. Вы скакали и кусались. Да уж было на что посмотреть. Моя собака вообще-то не очень игривая, но тогда вы просто катались и ездили друг на друге как ненормальные. Потом вы побежали к кастрюле и начали лакать, сказал молодой человек. Ты вообще бегал с собакой к воде раз 5 или 6. Сколько это продолжалось? Спросил я. Без конца, сказал Джон. Один раз мы потеряли вас из виду. Наверное, вы побежали за дом. Слышно было только, как вы там лаете и рычите. Лаял ты до того похоже на собаку, что вас невозможно было различить. Может, это была одна собака? Спросил я. Они засмеялись, и Джон сказал. Да нет, парень, ты лаял еще как. А потом что было? Все трое посмотрели друг на друга, как бы в замешательстве. Наконец ответил, глядя на Джона, молодой человек, который до этого все время молчал. Он поперхнулся. Ага, точно. Ты вроде задохнулся и начал очень странно плакать. А потом упал на пол. Мы боялись, что ты откусишь себе язык. Дон Хуан разжал тебе челюсти и плеснул в лицо воды. Тогда ты начал дрожать, и по всему телу у тебя опять пошли конвульсии. Потом ты затих. Дон Хуан сказал, что все закончилось. Было уже утро. Мы укрыли тебя одеялом и оставили спать на веранде. Тут он взглянул на остальных, которые, казалось, едва удерживаются от смеха. Он повернулся к Дону Хуану и что-то спросил. Дон Хуан усмехнулся и что-то ответил. Джон повернулся ко мне и сказал. На веранде мы тебя оставили потому, что боялись, как бы ты мне весь дом не описал. Все разразились хохотом. «Что такое?» — сказал я. «Неужели я?» «Неужели ты?» — передразнил Джон. «Мы не хотели тебе говорить, но Дон Хуан сказал, что можно. Ты описал всю собаку с ног до головы». «Что-что?»
Ну ты же не думаешь, что собака удирала от тебя потому, что боялась. Собака удирала потому, что ты ее поливал. Все покатились со смеху. Я попытался задать вопрос одному из молодых людей, но за общим хохотом ничего не было слышно. Джон продолжал. «Ну, мой пес в долгу не остался. Он тебя тоже описал как мог». Тут уж все просто завыли от смеха. Засмеялся и Дон Хуан. Когда они как-то успокоились, я растерянно спросил. «Что, неужели это правда? Все это в самом деле было?» Джон ответил, посмеиваясь. «Клянусь, моя собака в самом деле на тебя мочилась». На обратном пути я спросил Дона Хуана. «Неужели все, что они рассказали, правда?» «Правда», — ответил Дон Хуан. «Только они не видели того, что видел ты. Они не понимают, что ты играл с ним. Поэтому я не вмешивался. Но неужели весь этот спектакль со мной и с собакой, и то, как мы мочились друг на друга, правда? Это была не собака. Сколько тебе повторять? Только так можно понять то, что с тобой было. Только так. С тобой играл именно он. А ты знал о том, что со мной было, до того, как я тебе рассказал?» Он на секунду задумался. «Нет, просто я вспомнил после твоего рассказа, какой у тебя был странный вид. Потому что ты не был испуган, я понял, что с тобой все в порядке». «И что, все это в самом деле выглядело так, как они рассказывали, что я играл с собакой и все такое?» «Проклятие, это была не собака!» Четверг, 17 августа 1961 года. Я рассказал Дону Хуану, что я думаю по поводу моего опыта. Насколько я понимал, с точки зрения обучения, событие было катастрофическим. Я сказал, что с меня хватит одной встречи. Я признался, что все это, конечно, более чем интересно, но вновь искать подобных встреч я не собираюсь. Мне совершенно ясно, что такие истории не для меня. Одним из побочных следствий употребления пейота было странное недомогание, какой-то непонятный страх, какая-то тревога и меланхолия, не поддающиеся точному определению. И я в этом не находил ничего хорошего. Дон Хуан рассмеялся и сказал: «Ну вот, ты начал учиться. Хорошенькое обучение, пусть так учится кто-нибудь другой. Любишь ты преувеличивать». «Да я ничего не преувеличиваю». «Еще как. Жаль только, что преувеличиваешь ты одно плохое. Для меня, насколько я понимаю, здесь вообще нет ничего хорошего. Мне страшно, а остальное меня мало интересует». «Ничего, что страшно. Когда тебе страшно, ты видишь все по-новому. Меня это не трогает. Я чувствую, что мне лучше оставить мескалита в покое. Он меня просто подавляет. И ничего я в этом хорошего не вижу». «Хорошего действительно мало, в том числе и для меня. Не ты один сбит с толку. Ты-то здесь при чем? Я думал о том, что ты видел прошлой ночью. Без сомнения, мескалита играл с тобой, вот в чем штука. Это был явный знак». «Что еще за знак, Дон Хуан?» «Мескалита указывал мне на тебя». «Указывал что?» «Вначале мне это было неясно, а теперь я, кажется, понимаю. Он сказал, что ты избранный. Мескалита указал мне на тебя и дал знать, что ты избранный. Я что, избран для какой-то цели или что-то вроде этого?» «Нет, я имею в виду, что Мескалита сказал, что ты можешь оказаться тем человеком, которого я ищу». «Как же он тебе это сказал, Дон Хуан?» «Он сказал мне это тем, что играл с тобой. Это и значит, что ты избранный. Ты избран для меня». «Что это значит, быть избранным?» «Я знаю некоторые тайны. Среди них есть такие, которые я могу открыть только избранному. И вот я вижу, как ты играешь с Мескалита. Той самой ночью мне стало ясно, что ты и есть такой человек. Но при этом ты не индеец. Невероятно. Но что это значит для меня, Дон Хуан? Что мне делать?» «Я принял решение и буду учить тебя тем тайным вещам, которые составляют судьбу человека знания». «Ты имеешь в виду тайны, связанные с Мескалита?» «Да, но это еще не все, что я знаю. Есть тайны иного рода, которые мне нужно кому-нибудь передать. У меня самого был учитель, бенефактор, и я также после определенных испытаний стал его избранным учеником. Он обучил меня всему, что я знаю.
Я опять спросил, что же потребуется от меня в этой роли. Он сказал, что потребуется только одно – учиться в том смысле, который мне начал открываться с недавнего времени. Дело таким образом поворачивалось неожиданной стороной. Только я собрался известить Дона Хуана о своем решении оставить идею учиться знанию о пейоте, как он сам предложил мне стать его учеником в полном смысле слова. Я плохо понимал, что он имеет в виду, но было ясно, что это нечто очень серьезное. Я принялся отпираться, ссылаясь на то, что совершенно не готов к этому. Ведь ясно, что для такой задачи потребуется редкое мужество, которого у меня нет и в помине. Я говорил ему, что в таких делах предпочитаю уступать главную роль другим и просто наблюдать со стороны. Я хотел бы просто выслушивать его оценки и высказывания по различным вопросам. Я сказал, что был бы счастлив просто сидеть здесь и без конца его слушать. Для меня это было бы обучением. Он терпеливо слушал. Когда я наконец выдохся, он сказал: «Все понятно. Страх – первый неизбежный враг, которого человек должен победить на пути к знанию. А ты, кроме того, любопытен. Это значит, что ты будешь учиться вопреки самому себе. Таково правило». Какое-то время я еще протестовал, пытаясь его разубедить. Но он, похоже, и не представлял себе иного для меня выхода. «Ты думаешь не о том и думаешь не так, как следует», — сказал он. «Мескалито в самом деле играл с тобой. Думай об этом, не цепляйся за свой страх». Неужели это было так необычно? Сколько я себя помню, я видел лишь одного человека, с которым Мескалито играл. Это тебя. Ты не привык к жизни такого рода, поэтому от тебя и ускользают совершенно ясные знаки. Ты, в общем, человек серьезный. Только твоя серьезность направлена на то, что тебя занимает, а не на то, что достойно внимания. Ты слишком занят собой. В этом вся беда. Отсюда твоя ужасная усталость. Но что еще можно делать, Дон Хуан? Нужно искать и видеть чудеса, которых полно вокруг тебя. Ты умрешь от усталости, не интересуясь ничем, кроме себя самого. Именно от этой усталости ты глух и слеп ко всему остальному. Это, пожалуй, точно, Дон Хуан. Но как мне измениться? Подумай хотя бы о том, какое это чудо. Мескалито играл с тобой. О чем еще думать? Остальное придет само. Воскресенье. 20 августа 1961 года. Вчера вечером Дон Хуан приступил к моему обучению. Мы сидели в темноте на веранде. Он сказал, что собирается дать мне некое наставление, в том же виде, в каком сам его получил от своего бенефактора в первый день ученичества. Дон Хуан, видимо, запомнил формулу наизусть, поскольку повторил ее несколько раз для полной уверенности, что я не пропущу ни слова. Человек идет к знанию так же, как он идет на войну. Полностью пробужденный, полный страха, благоговения и безусловной решимости. Любое отступление от этого правила – роковая ошибка. И тот, кто ее совершит, непременно доживет до того дня, когда горько пожалеет об этом. Я спросил его, почему это так, и он ответил, что только выполняющий эти условия застрахован от ошибок, за которые придется платить. Лишь при этих условиях он не будет действовать наугад. И если такой человек и терпит поражение, то он проигрывает только битву. А об этом не стоит слишком сожалеть. Затем он сказал, что будет давать мне знания о союзнике точно так же, как его самого учил бенефактор. Слова «точно так же» он особенно подчеркнул, повторив их несколько раз. «Союзник», — сказал он, — «это сила, которую человек может ввести в свою жизнь как советчика, как источник помощи и силы, необходимой для совершения разных поступков, больших и малых, правильных и неправильных. Союзник необходим, чтобы улучшить и укрепить жизнь человека, чтобы направлять его действия и пополнять его знания. Союзник
в сущности, неоценимая помощь в познании. Все это Дон Хуан сказал с силой и абсолютной убежденностью. Видно было, что он тщательно взвешивает слова. Следующую фразу он повторил 4 раза. С помощью союзника ты увидишь и поймешь такие вещи, о которых вряд ли еще от кого-нибудь узнаешь. Союзник — это что-то вроде сторожевого духа? Нет, это не сторож и не дух, это помощь. Твой союзник Мескалита? Нет. Мескалита совсем иная сила, несравненная сила. Он защитник, он учитель. Чем же он отличается от союзника? Союзника можно приручить и использовать. Мескалита нет. Он вне всего и ни от кого не зависит. Он по собственному желанию являет себя в каком захочет виде тому, кто предстал перед ним, будь это Бруха или обыкновенный пастух. Дон Хуан с большим энтузиазмом заговорил о Мескалита, как о наставнике, учителе того, как следует жить. Я спросил, каким же образом учит Мескалита, как следует жить. И Дон Хуан ответил, он показывает, как жить. Как показывает? Способов множество. Он может показать это у себя на ладони, или на скалах, или на деревьях, или просто прямо перед тобой. Это что, картина перед тобой? Нет, это учение перед тобой. Он что-то говорит? Говорит, но не словами. А как же тогда? Каждому по-разному. Я почувствовал, что мои расспросы опять его раздражают, и больше не прерывал. Он вновь принялся разъяснять, что для познания Мескалита не существует общеобязательных предписаний. Учить знанию о Мескалита не может никто, кроме него самого. Потому он особая сила, для каждого он неповторим. С другой стороны, чтобы получить союзника, в обучении требуется строжайшая последовательность, не допускающая ни малейших отклонений. В мире много таких союзных сил, сказал Дон Хуан, но сам он знаком лишь с 2 из них. Именно с ними и с их тайнами он намеревался меня познакомить. Однако выбирать между союзниками придется мне самому, поскольку я могу иметь лишь одного. У его бенефактора союзником была трава дьявола. Но самому Дону Хуану она пришлась не очень по душе, хотя он узнал от бенефактора все ее тайны. «Мой личный союзник — дымок», — сказал Дон Хуан, но в дальнейшие детали не вдавался. Я все же спросил его, что это такое. Он не ответил. После долгой паузы я спросил, какого рода сила союзника? Я уже говорил, это помощь. В чем она состоит? Союзник — это сила, которая способна увести человека за его границы. Именно таким образом союзник открывает то, что никому не известно. Но и Мескалита тоже уводит тебя за твои границы. Разве это не делает его союзником? Нет. Мескалита уводит тебя за твои границы для того, чтобы учить. Союзник для того, чтобы дать тебе силу. Я попросил остановиться на этом более детально или хотя бы объяснить разницу в их действиях. Он взглянул на меня, потом расхохотался и сказал, что обучение посредством разговоров не только пустая трата времени, но и редкая глупость, потому что обучение – труднейшая из всех задач, с какими человек может столкнуться. Он спросил, помню ли я, как пытался найти свое пятно, желая при этом обойтись без всяких усилий и втайне рассчитывая, что он подаст мне на тарелочке всю информацию. «Если бы я так поступил, — сказал он, — ты бы никогда ничему не научился. Напротив, именно узнав на собственном опыте, как трудно найти пятно, а самое главное, убедившись, что оно в самом деле существует, я получил такое чувство уверенности, какое невозможно получить никаким иным образом.
Он сказал, что пока я сижу, прикипев к своему благоприятному пятну, никакая сила в мире не способна нанести мне вред, именно по причине моей уверенности в том, что на этом месте это невозможно. На этом месте я могу отразить нападение любого врага. Если же, допустим, он открыл бы мне, где находится это место, я никогда бы не имел той уверенности, которая является единственным критерием моего знания как подлинного. Это и значит знание – сила. Затем Дон Хуан сказал, что любому, кто приступает к учению, приходится выкладываться во всем точно так же, как выкладывался я в поисках своего пятна, и что границы обучения определяются самой природой ученика. Именно поэтому разговоры на тему обучения лишены всякого смысла. Некоторые виды знания мне просто не под силу и способны лишь уничтожить меня. Он поднялся, давая понять, что тема исчерпана, и направился к двери. Я сказал, что все это очень пугающе и совсем не то, что я себе представлял. Он ответил, что страхи – дело обычное. Все мы им подвержены, и тут ничего не поделаешь. Однако, каким бы устрашающим ни было учение, еще страшней представить себе человека, у которого нет союзника и нет знания.